Поведенческие факторы. Поведенческие факторы – это совокупность действий посетителя при посещении одного ресурса, который может оценить поисковая система и на их основании автоматически определить, насколько сайт отвечает ожиданиям пользователей. Эта оценка в том числе влияет на то, как высоко будет ранжироваться ваш сайт в результатах поиска. К поведенческим факторам можно отнести вход на сайт, время пребывания на нем, количество просмотренных страниц, активность пользователя и повторное посещение ресурса. Сегодня поисковые машины уделяют большее внимание поведенческим факторам при ранжировании сайтов. Эти факторы отслеживаются в рамках одной поисковой сессии. Например, возвращение пользователя в поиск станет негативным сигналом. Так следят и за отдельными пользователями, стараясь построить профиль их поисковых привычек на основе статистических данных. К примеру, если у вас в браузере стоит Яндекс.Бар, знайте, ваш браузер сдает вас роботам поисковых систем. Статистическая информация накапливается также с помощью Яндекс.Метрики и Google Analytics. Все это делается для того, чтобы улучшить поисковую выдачу и демонстрировать наиболее релевантные вашим запросам объявления контекстной рекламы. То есть поисковые машины пытаются максимально хорошо вас понять, чтобы дать вам именно то, что вы хотите увидеть. Заметим, что на текущий момент, когда мы снимаем этот ролик, в Яндексе пользовательские факторы анализируются автоматически, а сам алгоритм обучается на основе оценок ассессоров. То есть ни один человек не оценивает именно ваш сайт напрямую, но если ваш сайт соответствует тем критериям, которые попали в раздел положительных в результате выборки ассессоров, значит он будет ранжироваться выше. Google на данный момент идет другим путем, а именно, если люди из вашего круга общения, а именно социальной сети Google+, отметили сайт как интересный, с большой долей вероятности он будет демонстрироваться вам выше других сайтов. Точно так же, если Google определил вас, к примеру, заядлого автолюбителя, то, скорее всего, он будет демонстрировать вам сайты, которые были отмечены заядлыми автолюбителями. Анализ поведенческих факторов является весомой частью SEO-оптимизации. Роботы не в состоянии самостоятельно оценить, насколько хороши и полезны страницы определенного ресурса, но на основе статистических данных в их силах проанализировать то, как ведут себя посетители вашего сайта. А это значит, что и нам стоит задуматься о том, насколько хорошо наш сайт отвечает потребностям посетителей и сделать его еще лучше. В этом нам помогут следующие статистические данные. Длительность пребывания на сайте. Минимальное время пребывания на сайте должно составлять хотя бы минуту. Уход посетителя через несколько секунд говорит о том, что сайт ему не интересен даже на первый взгляд. При массовом характере так называемых отказов у поисковика появляется основание спустить позиции вашего сайта по этому запросу на порядок ниже. Наличие внутренних переходов. Поисковики отдают предпочтение узкотематическим сайтам. При показе информации на один поисковый запрос такие ресурсы могут дать ответы на схожие с ним вопросы. Поэтому желательно сделать так, чтобы сессия пользователя растянулась хотя бы на несколько страниц. Для этого посетителя следует обеспечить нужной ему информацией в пределах одного сайта и желательно сразу указать ему путь на нужные материалы на той странице, на которую он изначально зашел. В этом, конечно, нам поможет грамотная перелинковка, комментирование и голосование. Это прекрасный маневр для того, чтобы увеличить время пребывания пользователя на сайте. Ведь времени на написание 3 строк обычно требуется раз в 30 больше, чем на их прочтение. Кроме того, что в комментариях пользователи сами генерируют уникальный для нас контент, мы имеем возможность скормить все комментарии Google с помощью микроформатов, о которых мы рассказывали в одном из предыдущих роликов. Для создания постоянной обратной связи нужно задавать вопросы, затрагивать интересные темы и подталкивать ваших посетителей к высказыванию собственного мнения. Зачастую для организации бурной дискуссии достаточно спросить: а что вы об этом думаете? Естественно, чем посещаемее страница, тем более вероятно, что для вас оставят комментарий. Подводные камни комментирования. Большое количество спамных комментариев, если отсутствует система регистрации для комментирования. И малое количество комментариев при сложной системе регистрации. Для себя мы сделали вывод, что нужно позволять пользователям оставлять комментарии без регистрации, но показывать капчу для прохождения человека-теста и следить за новыми комментариями на сайте. Повторное возвращение. Повторное возвращение посетителя – это еще один весомый поведенческий фактор.
Для этого следует заинтересовать читателя опубликованной на сайте информацией и систематически ее обновлять. Чаще всего пользователи возвращаются на сайты за новостями, инструкцией, справочной информацией и общением. Следить за статистикой поведения пользователя на сайте важно не только для того, чтобы сохранить лидирующие позиции, но и для того, чтобы ресурс был востребован реальными пользователями. Такие системы, как Яндекс.Метрика и Google Analytics, помогут вам узнать, какой контент на вашем сайте наиболее востребован пользователями, а с какими страницами еще стоит поработать. О чем можно писать дальше, а какая тема не стоит вашего внимания, поскольку она неинтересна пользователям. Подробнее о возможностях аналитических систем для продвижения вашего сайта мы расскажем в следующих роликах. Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями, будет еще много интересного для развития вашего сайта всего в 3 минутах видео.